Привет! С вами по-прежнему Пол, и моя цель изменить твой английский раз навсегда. Сегодня ты научишься отрицательной форме с глаголами действия в грамматике времени Present Simple. You ready? Let's go! Итак, чтобы сделать отрицательную форму с глаголом действия после местоимений I, you, we, they, нужно просто поставить отрицательный вспомогательный глагол don't перед глаголом действия. Например, I come to work. Я прихожу на работу. I don't come to work. Я не прихожу на работу. You do it. Ты делаешь это. You don't do it. Ты не делаешь этого. They get money. Они получают деньги. They don't get money. Они не получают деньги. Важное пояснение. Don't – это глагол действия do плюс негативная частица not. Ни в коем случае не переводи don't как не делать или любыми другими способами, так как он выступает в роли индикатора и просто показывает, что какое-то действие не происходит. Например, don't come – не хожу, don't do – не делаю, don't get – не получаю и так далее. В общем и целом принцип ты понял. Ассоциируем don't со словом «не», которое используется с глаголами действия и показывает то, что какое-то действие не выполняется. И чтобы убедиться в том, что ты действительно это понял, предлагаю выполнить одно небольшое задание. В этом очень простом упражнении у нас будет пара утверждений, которые нужно изменить на негативную форму. Приступаем. I drive a car. I don't drive a car. I go to the center. I don't go to the center. You have a job. You don't have a job. You know that. You don't know that. We make parties. We don't make parties. We take food. We don't take food. They use the internet. They don't use the internet. They watch TV. They don't watch TV. Отлично! Первая часть грамматики отрицательной формы с глаголом действия готова. Переходим ко второй части. В общем, чтобы сделать отрицательную форму с глаголом действия после местоимений he, she, it, нужно просто поставить отрицательный вспомогательный глагол doesn't перед глаголом действия. Например, she does it. Она делает это. She doesn't do it. Она не делает этого. He comes to work. Он приходит на работу. He doesn't come to work. Он не приходит на работу. It makes money. Это приносит деньги. It doesn't make money. Это не приносит деньги. Также важное пояснение. Doesn't – это глагол действия do, только уже с окончанием es, которое мы добавляем к нему после местоимений he, she, it для склонения глагола, плюс негативная частица not. Очень важно понимать, что негативный вспомогательный глагол doesn't – это тот же самый don't, только измененный окончанием es. Он выполняет ту же самую роль индикатора и показывает, что какое-то действие не происходит. И давай сразу разберемся с очень распространенной ошибкой этой темы. Предлагаю сравнить пару словосочетаний. Слева будут неправильные варианты, а справа правильные. Поехали! Неправильно. Doesn't does. Правильно. Doesn't do. Неправильно.
Doesn't comes. Правильно. Doesn't come. Неправильно. Doesn't makes. Правильно. Doesn't make. Надеюсь, ты понимаешь, почему после отрицания doesn't мы не меняем форму глагола действия на s окончание, даже после местоимений he, she, it. Это объясняется тем, что вспомогательный глагол does not уже содержит в себе окончание и s. Следовательно, дублировать его нет никакого смысла. Запомни, после отрицания don't и doesn't глагол действия всегда будет в своей базовой или инфинитивной форме, без каких-либо изменений и окончаний. Такой же принцип будет работать во времени past simple с отрицательной формой did not и временем future simple с его отрицательной формой will not. Ну что, осталось выполнить еще одно небольшое задание и будем подводить итоги. В этом задании у нас также будет пара утверждений, которые нужно изменить на негативную форму. В этот раз местоимениями будут слова he, she, it. Полетели! He sees people. He doesn't see people. She speaks Italian. She doesn't speak Italian. It stands here. It doesn't stand here. He listens to music. He doesn't listen to music. She reads books. She doesn't read books. It works. It doesn't work. Круто! Теперь ты умеешь пользоваться отрицательной формой с глаголами действия в грамматике времени present simple и понимаешь разницу между негативными вспомогательными глаголами don't и doesn't. Спасибо за очередной визит на наши уроки. До новых встреч! Have a great time! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Ну а если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание, всех благ!